coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру For the People, точнее For the People. За самого лучшего горкома Железного 1. В скобочках нет, потому что я часто просто по всем заданиям профигиваюсь. Ну что ж, давайте продолжим, что уж тут. Погнали. Здравствуй, Хелен. Рекомендую всем именно предыдущие серии глянуть и еще последнюю серию Доки-Доки. Там есть кое-что интересное будет в начале, вы туда перейдите и посмотрите тоже последнюю серию по Доки-Доки. Если можете, там, посмотрите, там в описании будет и в закрепленном комментарии к этому видео будет кое-что интересное. Буду, конечно, очень сильно вам признателен. Ну а теперь погнали. Я сделал нам чай с молоком, если, конечно, ты не против. Конечно, нет, присаживайся. Я думал о том, чтобы после работы сходить вместе в столовую на Народной. Как ты на это смотришь? Разве они не закрываются в 10? Ну, у главы городского комитета есть некоторые привилегии. Использование служебного положения? Ай-яй-яй, нехорошо. Да, а еще нас туда отвезет служебный водитель на служебном автомобиле. Это, мне кажется, уже точно чересчур. Я бы лучше прошлась пешком. Можем и пешком. Это все прекрасно, Фрэнсис, и я с удовольствием соглашаюсь. Но у меня есть кое-что еще. Да? Насчет Рида я не хотела рассказывать, потому что не была уверена в том, что подруга согласится помочь. Она согласилась? К счастью, да. Пришлось долго ее уговаривать, но да. Она была, смысла скрывать уже нет. Она спала с Ридом. Они были вместе несколько лет, и она многое о нем знает. Например, что он наркоторговец. Профсоюз годами занимался сбытом наркотиков среди рабочих, используя свои связи и местами практически неприкосновенность. Да, это просто золотая жила, Хелен. Ой, так, сейчас. Ой, да это просто золотая жила, Хелен. Она может только свидетельствовать, может быть, у нее есть какие-то документы, расчетные книги, фото. Что-то определенно было, но если честно, я уже не помню. Разве это имеет значение? Ее показаний хватит для того, чтобы разрушить весь имидж Рида, как борца за социальную справедливость. После такого скандала никто уже не станет его поддерживать. Тогда люди успокоятся, и все будет хорошо. Будем надеяться, что этого действительно хватит. Спасибо, Хелен. Ты мне очень помогла. И не только сегодня, вообще за все это время. Это еще не все, Фрэнсис. Мне также пришел ответ из областной прокуратуры. Говорят, что приняли к сведению и отправили людей, чтобы разобраться в ситуации. Быстро они. Это хорошо. Сможем разобраться с обоими в ближайшие дни. И еще я подумала, имеет ли нам смысл пытаться посадить Рида, если ты хочешь посадить Честера? Не было бы разумнее надавить на него. Выгода, думаю, очевидна. На карманный председатель профсоюза. А вот тут согласиться отказаться. Вот тут сложный выбор. Отчасти это полезно. Так у нас увеличатся шансы, что мы легко разберемся с Честером. Но во-вторых, мы запятнаем свою репутацию, потому что мы будем сотрудничать с чертовым наркоторговцем. Да, у нас будет компромат, но надо понимать, что он может перестать действовать. Рид может просто найти какой-то способ извернуться и выставить нас каким-нибудь гадким, каким-нибудь наркоторговцем там или просто именно коррупционером. Вот. И утянуть нас за собой. Вот, как с Честером, так же, как с Честером. И в-третьих, мы поступим точно так же, как бы поступил Честер.
Ведь Честер искал везде выгоду, он искал везде поддержку, он закрывал глаза на многие преступления. Он все это делал. И сейчас, если мы не посадим их обоих, я буквально поступлю как Честер. Просто одного уберу, а другого запугаю. И он будет работать на меня, но при этом его делишки никуда не денутся. Из-за этого давайте всех сразу двоих убьем сразу. Я не хочу оставлять Честера в живых. Разберемся с ним и с Ридом в том числе. Я не собираюсь сотрудничать с этим наркоторговцем. Серьезно, нет. Отказаться. Да, мне дело не просто в том, выгодно это или нет, Хелен. Дело в том, что хоть кто-то должен заботиться о людях, которые здесь живут. Дело в том, что хоть кто-то должен заботиться о людях, которые здесь живут. Можешь считать меня идеалистом, если хочешь, но мне они действительно не безразличны. Я поняла тебя, Фрэнсис, ты правда очень благородный. Едва ли тебе это нравится. Ну, в этом есть свой шарм. Пожалуй, тоже проявлю немного благородства и не буду тебе мешать. Как жаль. Я не могу сказать тебе, что ты... Как жаль. Я не могу сказать тебе, что ты не мешаешь. Пойду работать, пока ты не засыпал меня комплиментами. Ну что ж, потому что, я считаю, что нужно так сделать. По моему мнению, так и должно быть. Просто должно. Просто быстренько разберемся с ними всеми, и все будет хорошо. Я уверен. Да и поддержки у нас в каждом районе хорошие. Хорошая поддержка в каждом районе. Здравствуйте, товарищ Ривер. Меня зовут Фред. И я хочу попросить вас кое о чем важном. В смысле, для меня важном. Дело в том, что я всю жизнь проработал почтальоном. Само так получилось. Учиться никогда не любил. А работать где-то было надо. Сейчас мне 54, и я этому не очень рад. Поясницу мне давно уже ломит, а до пенсии еще далеко. Но кое-как развозить письма я еще мог. Больше не могу и этого. Побили меня недавно, страх как крепко. Сами знаете, кто и когда. Даже немного обидно, что не ограбили. Тогда хоть было бы понятно, зачем колотят. Я и когда били-то, все орал. За что? Да за что? Так и не ответили, гады корвинские, Извиняюсь. Только ржали. В общем, теперь я еле-еле до горшка добираюсь. Скажу честно, жить стало трудновато. Иногда мысли в голову лезут всякие нехорошие. Время от времени навещает племянница. Помогает, продукты приносит. Этим я и держусь. Но у нее своя жизнь есть. Не желаю, чтобы она свои молодые годы на меня тратила. Наверное, таких как я по закону отправляют в какой-нибудь приют к другим развалинам. Только я как себе это представляю, так понимаю, что лучше уж быстро кончится, чем там доживать. А я бы и дальше мог работать, честное слово, лишь бы отлежаться как следует, если били меня хоть и крепко, но инвалидом все-таки не сделали. Затем и пишу, товарищ глава горкома, нельзя ли мне какую-нибудь сиделку приписать, чтобы я не помер, пока в себя прихожу. Обещаю выздороветь скоро, работать хорошо и письма не терять. Только не отправляйте в приют, очень туда не хочется. Простите, что отвлекаю вас от настоящих дел. Да и больше мне никто из важных людей не отвечает. Фредерик Хаффингтон. Будем думать. Сейчас быстренько прочтем все и будем думать. Пожалуйста, помогите моему несчастью. Меня зовут Мариана Мур. Я одинокая мать 3 деток. Мой муж был хорошим человеком со слабым здоровьем. 3 года назад он оставил нас одних на этой земле. Я работаю швеей, но этого все равно не хватает. Так что держимся только пособиями
и другой помощью. Не подумайте, я не собираюсь просить лишнего, мне бы хоть положенное получить. Наша семья несколько лет назад стояла в очереди на расширенную жилищную площадь. Мы так ее ждали, а теперь я жду одна. Простите, товарищ Ривер, больше не буду сбиваться. Нам, как многодетной семье, полагалась квартира с электрическими плитами. А теперь, оказывается, дают каморку в доме с длинными газовыми трубами, которые тянутся прямо по коридорам. Это ведь очень-очень опасно. Самой маленькой пробоины хватит, чтобы весь дом разлетелся на кусочки. Вы же знаете, в таких коридорах все сушат выстиранную одежду, и вода с нее будет капать прямо на эти трубы. Я знаю, кто виноват. Это все Марко Волкман, председатель райисполкома. Они с Уолли всегда терпеть друг друга не могли. Какая-то давняя история. Точно не знаю. Он всю жизнь пакостил нашей семье как мог, а теперь решился обокрасть вдову. Ну, практически обокрасть. Прошу, помогите нам восстановить справедливость. Вся наша семья очень-очень на это надеется. Мариана Мур. Очень много дел. Сообщаем, что будущая демонстрация в честь праздника пота и стила, товарищ из областного комитета партии, задумывается как наиболее масштабная за всю шестилетку. Помимо обычного шествия планируется массовое художественное выступление учащихся школ и технического училища на тему героической юности товарища Стила. Конечно ж, представление на подобную тему должно быть организовано идеально. Каждый недочет может дать кое-кому повод заговорить об осознанной идеологической диверсии. Это нежелательно. Вполне очевидно, что избежать неприятностей просто. Нужно выделить достаточно времени на репетиции. Однако несознательные учителя и преподаватели отказываются выделять обучающимся достаточно времени для регулярных репетиций. Они прикрываются демагогическими рассуждениями об учебных планах, тем самым срывая подготовку столь важного мероприятия. Мы уже принимаем необходимые меры по образовательной линии, но у вас, Фрэнсис, должны быть свои способы посодействовать скорейшему разрешению этого недоразумения. Ваша помощь не останется незамеченной. Блин, скорее всего я соглашусь, потому что мне нужна поддержка партии. Уж извините. Так, товарищ Ривер, как известно, спорт – это могучая консолидирующая сила, поэтому я хотел бы выступить инициатором проведения межведомственного турнира по футболу. Сборные городских служб сразятся друг с другом на футбольном поле, что не только поспособствует солидаризации общества, но и станет примером здорового образа жизни, пропаганда которого никогда не бывает лишней. Небольшая цена на билеты позволит нам сделать мероприятие доступным, но при этом затраты окупятся. Надеюсь на ваше одобрение. С уважением, майор Генрих Рихтер, заместитель начальника ОВБ города Железного 1 по физической подготовке. Ну, согласен. Давайте. Вообще потратить 100 мне нетрудно. Межведомственный турнир по футболу вызвал у горожан заметный ажиотаж. Победителями стали пожарные, обыграв в финальном матче сборную УВБ. Вырученных с продажи билетов денег действительно хватило на покрытие расходов. Добрый день, товарищ Ривер. Как вы можете знать, городская поликлиника обслуживает не только Железный 1, но и ближайшие населенные пункты. 3 недели назад на линии телефонных коммуникаций произошла авария. Во время бури повалило один из столбов, после чего мы потеряли связь с пригородом. Ни одна из жалоб, отправленных с момента происшествия, не принесла результата. Связи по-прежнему нет. Прошу вас содействовать восстановлению поврежденного участка, это значительно облегчило бы нашу работу. С уважением, Карл Беккет, главврач 1-й городской больницы Железного 1.
Нужно срочно восстановить связь. Потому что нам не нужно терять связь с остальным городом, иначе это очень сильно может нам боком встать. Выделенных вами средств оказалось достаточно для того, чтобы решить проблему за пару дней. Связь с пригородами была восстановлена. Вот и хорошо. Так, давай дальше. Вот тут вот. Так, давай тут. Несчастная женщина, я прослежу за тем, чтобы она получила все, что ей причитается. Другие бы радовались дому хоть с каким-то отоплением. Тьфу, другие бы радовались дому хоть с каким-то... с какими-то плитами. А это капризничает. Так она должна получить эту квартиру или нет? Пусть проверят документы. Может попробовать? Ну давайте сделаем нейтрально. Я не буду именно пытаться помешать. Я понял, как самый первый вариант мы будем бычить на Марка Волкмана. Это, скорее всего, партии не понравится. А так мы хотя бы выберем средний вариант. Так я и помогу Марианне Мур. И отчасти партию сильно злить не буду. Ну и еще вдобавок. Ну зачем какому-то, чиновнику вредить маленькой семье, Ну это слишком как-то странно. У нее даже нет нормальных именно оправданий. Она даже не знает примерно историю. Вы отказались помогать Марианне Мур, сильно ее разочаровав. Ну извините. Главное, ты дом получила. Мы дом тебе дали. Ты тогда не надо что-то делать. Дети должны учиться, а не отплясывать на потеху областным шишкам. Надеюсь, области это объяснят хотя бы по образовательной линии. Кое-кто совсем обнаглел. Так какие там выплаты можно срезать образовательному персоналу? Я, конечно, против, чтобы шантажировать людей обрезанием зарплат, но нам нужна поддержка партии. Нам нужна поддержка партии, из-за этого уж извините. Извини, народ, но мне нужна поддержка партии. Да и при этом я буду получать от партии деньги, а значит и вам жизнь будет лучше. Я смогу вас баловать разными вещами и помогать. Из-за этого не надо жаловаться. Вы взялись за мятежных учителей всерьез. Теперь учащиеся репетируют столько, сколько нужно. Вот и хорошо. 70% поддержки. Тут, ну давайте поможем. Денег у меня пока что есть. Мы поможем Фреду всем, чем сможем, и остальным, кто попал в похожую ситуацию. Этот несчастный человек получит соцработника, гарантии восстановления на работе и денежную компенсацию. Товарищ Хаффингтон, от лица всей партии приношу вам искренние соболезнования. Но, разумеется, нет. Мы поможем всем, потому что, ну серьезно, из-за каких-то, дебилов, которые его побили, он теперь лежит в доме, а его еще могут отправить, в приют, где он будет просто лежать в плохом состоянии, и он не сможет нормально вылечиться. А так хотя бы он вылечится и пойдет дальше работать. Он и пользу будет людям приносить, и отчасти мы не будем такими заразами. Да и другие люди есть, которые пострадали из-за вандалов, которые бьют других людей по национальности. Из-за этого поможем им. Вы не просто позаботитесь об уходе, работе и средствах для Фреда, но и сделали то же самое для остальных пострадавших. Это был внушающий уважение поступок. Вот и хорошо. Теперь мы получили еще поддержку. Ну и поддержку партии. Так, что у нас по... А, нет. Так, ладно, план мы выполним позже. План позже выполним. Давайте дальше. Вот тут что. Ваш агент попытался прокрасться в жилище Джакарида, но у него ничего не вышло. Естественно. Черт, похоже, вариант с поиском компромата не сработал. Теперь Рид явно насторожился. Придется подождать, пока успокоится. Ну давайте. О, дед. Старик по имени Алистер Шэллоу пишет мне уже вторую неделю. Шумодель.
Шумоделы из квартиры этажом выше не дают ему спокойно жить. Есть подозрение, что все это не более чем плод его фантазии. Но внучка Шеллоу считает, что ее деду действительно нужна помощь, и она может быть права. Старик не отвечает на звонки, не открывает дверь. Так или иначе, я решился разобраться с этой проблемой лично. Давайте поговорим. Кто у нас хорошо разговаривает? Вот, Эрик Хоффман. Давай, ты поговори. Он умеет шутки заводить, он нормально в общении. Он нормален в общении, а попасть к нему мы не сможем. Из-за этого давайте попробуем так. Подожди, а может полицейского отправить? Вот что делать будем? Отправлять полицейского или нет? Ой, а вот тут вопрос века. Это просто вопрос века. Отправлять ли полицейского или этого чувака поговорить? Разговоры могут не помочь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут вот я не знаю, что делать. Я не знаю, кого незаметно отправить. А вот тут очень сильно такой вопрос века. Вопрос века. Так, все на месте, да? Все на месте, да? Все нормально, да, друзья? Все нормально? Ничего плохого не произошло? Так, все, извиняюсь, что отошел. У меня кое-что произошло. Небольшая неполадка. Так, теперь... Ну, я подумал, все-таки давайте просто попробуем поговорить. И если не ответит, всегда можно вызвать скорую. Давайте, отправим этого чувака и поговорим. А незаметно уже действовать не получится, потому что у нас нет спецов в этом деле. Хотя у нас есть вот этот чувак. Вот этот чувак. Ну, давайте попробуем поговорить. Если что, мы вызовем скорую. Давайте. Поговорим. Потому что выбивать дверь не надо. Он старик. Я вот что думаю. Он же старик. Он боится шума. Он ненавидит шум. И хрен знает, что с ним. А вдруг он сейчас там болен, у него плохо с сердцем сейчас. Он там лежит где-нибудь, и у него с сердцем проблема. А если мы начнем шуметь, то мы можем вызвать у него, не знаю, приступ, я не знаю, что у него может быть там. Он же старик. Из-за этого давайте так сделаем. Агент опросил дюжины граждан, так или иначе контактировавших с Болсомом. Увы, ничего хорошего из этого не вышло. Стоит ли удивляться, ведь настойчивый интерес молодой и симпатичной девушки к незнакомому чиновнику мгновенно возбуждал подозрения. Жаль, Кэти была близка к цели. Кое-кто расценивает ваши действия вопиющей некомпетентностью, некоторые как сознательное вредительство, но в сущности это безразлично. В любом случае вы нанесли серьезный удар по собственной карьере. Возможно, нам действительно следует уделять больше внимания Грегори Болсому. Ладно уж. С этим разобрались. Ну давайте теперь с ресурсами. Ну, во-первых, можно отрубать. У нас еды и так достаточно. Отрубаем интенсивную работу. Сколько у нас получится? Ну, будет уже где-то больше 100. Из-за этого давай попробуем так. Что у нас есть? Потратим вот так. Вот 4. Так, теперь вот так.
и уйдем в ноль почти по всем ресурсам. О, нет. Не-не-не, мне не нужны люди. $60, но это очень сильно уменьшит поддержку. Нет, спасибо, не надо. Стандартно. Вот так вот будем. Вот все. Все, мы все решили. У нас зато в запасе будут материалы, если что. Давайте дальше. Все. С ресурсами разобрались, с этими разобрались. А, нет. Телефон. Что с телефоном? Директор металлургического завода имени Клауса Вольфрама Джек Честер на связи. Алло, это Фрэнсис Ривер. Здравствуйте, товарищ Ривер. Рад вас слышать. Чем обязан? Я разобрался с Ридом, товарищ Честер. Нужный человек и доказательства будут скоро доставлены в суд. Это хорошо. Вам потребуется какая-то помощь? Нет, благодарю. Я во всем справлюсь сам. Блин, неплохо. Алло, Рэйн, это Фрэнк. Да, привет, Фрэнк. Я получил ответ из областной прокуратуры. Завтра они будут в городе и арестуют Честера с сообщниками. И что, ты звонишь просто поделиться успехами? Нет, мне снова нужна твоя помощь. Знаешь Сару Честер? Да, она жена нашего оборотня в погонах и дочка Беккета. А еще главный редактор Железного Вестника. Мне нужно, чтобы завтра ее не было в здании горкома. Ты что, грохнуть ее? Ты что, грохнуть ее просишь? Нет, Рэй. Черт тебя подери, хватит дурачка включать. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Хорошо, Фрэнк. Вызову ее на профилактическую беседу. Найдем какую-нибудь мелочь в газете и вздрючим за это товарища главного редактора. Спасибо, Рэйн. Тебе еще не надоело торчать мне пиво? Более чем, но сейчас нужно действовать наверняка. За это-то я тебя и люблю. Все будет сделано в лучшем виде, Фрэнк. И удачи тебе. Спасибо, Рэй. Тебе тоже. Блин, Рэй просто, я похлопаю ему. Рэй прям красава, он настоящий красава, просто красавчик. Хелен, подойди еще на минутку, пожалуйста. Да, товарищ Ривер. Официально, Рэйн красавчик, просто красавчик вообще. Похлопаю ему. У меня есть к тебе одно важное поручение, Хелен. Да, Фрэнсис. Завтра Сара Честер не выйдет на работу. Ага, и что это значит? Тебе надо будет сделать политически правильный выпуск, соответствующий нашим интересам. Хорошо, я поняла. И еще тебе придется написать статью, в которой нужно будет описать всю ситуацию с Честерами, и что гораздо важнее, в красках описать все преступления нашего друга Рида. Я разве похожа на выпускника журфака? Ты похожа на человека, которому я могу доверять, Хелен. Ладно, можешь не распыляться, Фрэнсис. Я сделаю все как надо. Спасибо, Хелен. Просто офигенно. Но мы сейчас разберемся сразу с двумя мышками. Ну что ж, уходим. И плюсом 85 поддержки партии. Вообще охрененно. Партия нами довольна. Просто довольна. Воскресенье, 25 сентября. Все просто охренительно, честно говоря. Давайте добьем, мне кажется. Можно добить этот день. Игры и так осталось, я думаю, немного. Будет последний выпуск. Последний выпуск. Что ж, опять за работу. Что с Грегори? Давай сразу у Грегори Болса мы проверим. Агент попытался поговорить с Шеллу, но тот не отвечал. Спустя несколько минут бесплодных попыток докричаться, агент вызвал скорую помощь и милицию. Увы, было уже слишком поздно. Приехавшая спустя несколько часов милиция вскрыла дверь и обнаружила за ней умеревшего от сердечного приступа старика. Вам остается только надеяться, что хотя бы в смерти он нашел желаемый покой. Блин, надо было полицейского все-таки отправлять, серьезно. Приехавшая спустя несколько часов милиция, так все... Он надеюсь... Ой, блин, он умерел. Он умер. Ну, блин, теперь нормально. Такой хороший конец намечается, а я его посрамил. Давайте смотреть на деньги. Товарищ Ривер, может, хоть вы отреагируете на нашу просьбу? Мы это жильцы дома номер 17 по улице Теодора Найта. Мимо этого дома постоянно проходят различные рабочие демонстрации. Прекрасно, прекрасно. Кто против? А окна нам зачем занавешивать?
Тьфу, зачем завешивать? Неужели славные оранжевые знамена нельзя повесить где-то еще? Где-то, где это не будет перекрывать людям обзор на целый день, а то и 2-3. Мы уже пытались жаловаться и не раз, а толку-то? Нас шпыняют от одного кабинета к другому, и это в лучшем случае. Недавно одного из моих соседей вызвали в политический отдел и допрашивали там 3 часа кряду, будто он шпион какой-нибудь. Чем это вам оранжевое знамя не нравится? За кого воевали ваши деды? Тьфу! Как можно не понимать, что проблема не в знамени, а в том, что оранжевое марево вместо вида из окна раздражает просто неимоверно? Разве это проблема, ради решения которой надо писать самому главе города? Похоже, что так, и это печально. Собственно, поэтому я и не подписываюсь, не хочу лишних проблем. Будьте уж так любезны повлиять на партийных дураков. Они себе галочку в ведомстве ставят, а мы тут живем. Ладно, извините, но сорян. Понимаю, но помочь вряд ли смогу. Разве что переправлю эту просьбу повыше. Оранжевое марево? Партийные дураки? Да по нему самому политотдел плачет. Резонно, пусть поищут другие места для знамен. Сорян, братцы, но партия приказала. Вы возмутились тоном этого послания и не стали ничего предпринимать. Похоже, что жителям дома номер 17 придется и дальше лицезреть по праздникам оранжевое пространство. Ну, сорян. Спокойно, извините. Зима близко, товарищ. Во время холодов птицам нашего города требуются скворечники, а в этом году все еще хуже обычного. Зиму обещают очень холодную, поэтому я предлагаю общегородскую инициативу по созданию домиков для наших пернатых братьев. Начать можно с привлечения школьников, а вслед за ними наверняка подтянутся и взрослые, увидев желание своих чад помочь птичкам. Таким образом мы спасем множество этих славных созданий. Надеюсь на вашу поддержку. С уважением, товарищ Роберт Крюгер. Крюгер. Да, Крюгер очень любил птичек. И детей тоже. Ладно, неплохая идея, нужно подготовить инструкции для школ. Мне что, больше нечего делать? Нет, поможем. Давайте. Все школы Железного 1 получили инструкции по постройке скворечников на уровнях труда. Тьфу, на уроках труда. Горожане одобрили это решение. Вот и хорошо. Уважаемый товарищ Ривер, партийный работник по округу номер 13 Кристофер Тернер давно запятнал себя пренебрежением своим обязанностям и коррупцией. Любой вопрос, относящийся к его компетенции, тонет в бесконечной бумажной волоките. Конечно, если вы не принесете товарищу Тернеру конвертик. Неудивительно, что выверенный ему муниципальный участок отстает по всем возможным показателям, кроме, может быть, уровня преступности. Но разве ему есть до этого дело? Наоборот, чем мутнее вода, тем проще Тернеру ловить в ней рыбку. Там вкусненько изда за разрешение застеклить балкон. Извиняюсь. Застеклить балкон. А что... Здесь пухлая пачка за то, чтобы посмотреть мимо очередного нарушения. А что творится с муниципальным бюджетом, словами не передать. Только один пример. Вместо 20 новых красивых лавочек для трудящихся мы получили 3. Ровно 3 лавки. Мы, инициативная группа неравнодушных трудящихся, больше не хотим закрывать глаза на произвол Тернера. Похоже, что он вообразил себя каким-нибудь графом или бароном из старорежимных времен. Но разве мы, свободные трудящиеся обновляющего коммунного социалистического общества, должны это терпеть? Никогда. Да, мы не можем выступить против него открыто.
Пробовали, знаем. Все заявления в правоохранительные органы исчезают словно по волшебству, а у тех, кто их подписал, начнутся неприятности. Именно поэтому мы обращаемся к вам, главе города, с просьбой начать полноценное расследование вредительской деятельности этого субъекта. Думается, что мы помогли вам составить достаточное представление о сути и масштабах вреда, который этот перевертыш причиняет каждый день. Давайте не будем сразу, а просто сделаем вариант. Не собираюсь верить анонимкам, особенно таким притворным. Какой мерзавец! Я сейчас же составлю запрос в облком и в ОВБ. Сложная ситуация. Надо сообщить об этом анонимном письме как в область, так и самому Тернеру. Давайте. Вы заняли умеренную позицию. Кристофер Тернер попал под внутреннее расследование, результаты которого еще неизвестны. Но свое кресло он, похоже, сохраняет. Но свое кресло пока сохраняет. Вот, все хорошо. Ну так нейтрально будем действовать. Товарищ Ривер, к нам поступил пациент, недавно вернувшийся с базы активного отдыха. А, это уже было. Ну давайте. Я уже читал это. Вы уже поняли, что это. Все, мы выполнили все задания. Все. Так, кто это пришел? О, это Хелен. Доброе утро, Фрэнсис. Доброе, Хелен. Я принесла газету «Срочный выпуск». Уже догадываетесь, про что там? Скорее всего, что про арест Рида, Честера, Беккета и всех прочих ублюдков нашего города. Не только это, еще множество пикантных деталей, тайны из темного прошлого, скандалы, интриги, расследования. Знаешь, я давно не получала такого удовольствия от того, что делаю. Кажется, у меня талант. Хочешь стать новым главным редактором «Железного вестника»? Нет, ведь тогда у тебя будет другой секретарь. Но, возможно, иногда я могла бы писать что-то на отвлеченные темы. Мы можем обдумать это вместе. Как ты отнесешься к предложению сделать это в столовой на Народной? Крайне положительно, Фрэнсис. Жаль, правда, что у нас в городе есть только одно место, куда можно сходить. И да, дай мне сначала заскочить домой. Я уже устала быть в одной и той же деловой одежде при каждой нашей встрече. Хорошо, но тогда я отпущу тебя сегодня пораньше. Не хочу потом прожидать тебя весь вечер. Ты бы все равно сидел в машине. И тем не менее. Я только за, Фрэнсис. Девушка посылает воздушный поцелуй, а затем уходит. Ой, это приятно. Ну что ж, давайте читать газетку. Найденная оранжевая молодежь будет служить городу. Идейная оранжевая молодежь будет служить городу. Глава городского комитета, товарищ Фрэнсис Ривер, отправил в отставку десятки коррупционных чиновников. Преступников ждет следствие и справедливый суд. Теперь, согласно постановлению Всекоммунного исполнительного комитета номер 1389 от 14 сентября 1988 года, на их места будут либо избраны, либо назначены в порядке, предусмотренным законом, новые государственные служащие. Это означает, что у сотен молодых идейных людей, подобных нашему товарищу Фрэнсису Риверу, появится шанс послужить на благо трудового народа Содружества. Товарищ Мердок. Пикелтон. Коррупционеры и наркомафия побеждены. Глава городского комитета товарищ Фрэнсис Ривер искореняет организованную преступность. Наш любимый Железный 1 последние несколько лет стал местом борьбы двух преступных объединений. Мы всегда ощущали себя
тьфу, ощущали на себе это и это, но не замечали преступников. Возможно, все эти годы нам нужен был взгляд со стороны и человек, готовый бросить вызов несправедливости. Новый курс подарил нам такого человека. Товарищ Фрэнсис Ривер с первого дня пребывания на посту главы городского комитета работал на благо Железного-1. От его проницательного взгляда не смогли скрыться преступные группировки, терроризирующие город. Семейный клан Честеров и Беккетов, обиравший рабочих с их системой медицинского страхования, был сегодня арестован и вскоре ответит перед трудовым народом. Но если Джек Честер всегда был предметом перешептываний, то его тезка Джек Рид, бывший председатель профсоюза, был своим человеком для простых рабочих. Однако они был второй стороной этой войны. Рид использовал свое положение, организовал целую систему сбыта наркотиков среди членов профсоюза, молодежи и рабочих города, оставаясь чистым. Благодаря стараниям товарища Фрэнсиса Ривера, Джек и Рид также скоро ответят за свои злодеяния перед судом. Товарищ Хелен Роузи. Ушел товарищ Джеймс Смит. В ночь с 23 на 24 сентября 1988 года скончался товарищ Смит, первый специалист, побывавший в космосе. Похороны героя Содружества народных оранжевых коммун состоялся в 26 сентября. Тьфу, коммун состоится 26 сентября в родном городе товарища Смита, Уфердосфе. Проститься с этим великим человеком может каждый желающий. В Железном 1 сентября по 26 сентября, согласно постановлению городского комитета, объявлен траур. Все учреждения приостанавливают свою работу, за исключением городского комитета, милиции, пожарного комитета, муниципальной службы и городской больницы. Товарищ Джейсон Коннор. Ну что ж, а теперь давайте разберемся с поставками. Ну давайте тогда, все, погнали. Быстренько сейчас мы тут совсем разберемся. Вот так. Пум-пум-пум. Так, чтобы в запасе было. Тихо. Давайте лучше, чтобы в минус не уходить. Вот так. Ой, нет, зачем? Мне не надо в минус. Давайте так хотя бы. Сколько будет? 40. Давай чуть больше, чтобы хоть в какой-то плюс да уйти. Попробуем так. О, конец. Областная прокуратура прибыла оперативно, даже слишком оперативно, на мой взгляд. Но мне грех жаловаться. Аресты Честеров и Беккета произошли в ту же ночь. Их буквально вытащили из теплых кроватей, испуганных, ошарашенных, озлобленных, проигравших. Риду тоже не удалось убежать от судьбы и правосудия. Чертов наркобарон. Скольких он загубил, хотя справедливости ради, если бы не он, вряд ли я бы заинтересовался Честерами. На следующий день вышел экстренный выпуск Железного Вестника. Теперь о грязных делишках Честеров и Беккета и Рида знал весь город, а их самих ждал справедливый суд. Было очень приятно видеть этих мерзавцев на скамье подсудимых. Я испытывал полное моральное удовлетворение. Я знал, что сделал все правильно.
По просьбе партии дело рассматривалось в особенном порядке. Судья Дауни вынес приговор на этом же заседании. Теперь всех обвиняемых ждала тюрьма. Пока шел суд на площади перед горкомом начался стихийный митинг. Не буду скромничать, митинг в мою честь. Горожане выражали поддержку партии и лично мне. Я превратился в какого-то народного героя. Про меня, кажется, даже написали в областной газете. Новым директором металлургического завода имени Клауса Вольфрама вскоре стал Фрэнклин Гоуди, бывший сторонник Рида по профсоюзу. Впрочем, он быстро переобулся. Меня это вполне устраивало. Областная прокуратура начала масштабную зачистку. Полетело много голов. Выбывших нужно было кем-то заменить. К счастью, это не стало проблемой. Множество молодых людей пришли на их место, множество новых сопартийцев, энергичная оранжевая молодежь, будущее содружество. Но самой лучшей наградой стал наш отдых с Хелен. Курорт оранжевый действительно оказался так хорош, как о нем писали в путеводителе. Я был рад, что получил назначение в Железном 1, и думаю, она тоже. Жизнь в городе снова заиграла новыми красками, люди словно вдохнули свободнее, даже вид из окна стал другим. Рэй вскоре получил новое назначение, но куда – не сказал, сославшись на секретность. Его право. Я же остался в Железном 1 до поры. А вот он и конец. Поздравляю нас, товарищи, мы прошли эту игру. Еще одна игра пройдена. И честно, я очень доволен этой игрой. Прям очень. Очень было приятно отдохнуть отчасти от постоянных новелл и немножко погрузиться в что-то политическое. Вот. Хотя, конечно, у нас... Ну и скоро, конечно, на замену этой игре придет новая. Ну что ж, перейдем к старой доброй традиции. Попрошу вас, пожалуйста, загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord-сервер. Пишите комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось. Ну и жмите на кнопочку подписаться или колокольчик, если вам не трудно. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!